איציק, הלך הבאגה, הלך הבאגה. לאיפה נופלים? תראה, תסתכל ימינה, נופלים כל הזמן. לא! Военная эскалация на Ближнем Востоке продолжает стремительно набирать обороты. По данным израильских СМИ, Хезболла выпустила залпом около 100 ракет в сторону Израиля, что стало одним из наиболее масштабных эпизодов обстрелов за последнее время и резко повысило уровень угрозы на северном направлении. Вскоре после этого на севере страны был зафиксирован ракетный удар, при котором, как сообщается в одном из районов, в течение примерно 20 секунд упали как минимум 3 ракеты, что привело к серьезным разрушениям инфраструктуры. Примечательно, что на видеозаписях, снятых находившимися поблизости жителями, не зафиксировано срабатывание сирен оповещения. Это вызвало дополнительные вопросы к состоянию систем гражданской обороны в приграничных районах. В ответ на действия Хезболлы военно-воздушные силы Израиля нанесли массированные удары по объектам в Бейруте, подчеркивая, что ответственность за эскалацию лежит не только на самой группировке, но и на инфраструктуре, с территории которой она действует. На фоне боевых действий все более жесткой становится и политическая риторика. Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в своих заявлениях допустил, что Израиль может предпринять силовые шаги и против Турции, если Анкара, по его оценке, решит поддержать Иран или будет вовлечена в формирование нового альянса радикального исламизма. В израильском политическом и экспертном сообществе Турция все чаще рассматривается не просто как сложный партнер, а как потенциально более серьезный стратегический вызов, чем Иран, учитывая ее военный потенциал, влияние в суннитском мире и амбиции в Восточном Средиземноморье. Эти оценки усиливают общее ощущение того, что регион постепенно втягивается в конфигурацию конфликтов, выходящих далеко за рамки израильско-иранского противостояния. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответной риторике резко критикует руководство Израиля, заявляя, что именно политика премьер-министра Биньямина Нетаньяху стала крупнейшей катастрофой для израильского общества за десятилетия. Параллельно Эрдоган высказывается и по Ирану, подчеркивая, что существовал шанс решить противоречия дипломатическим путем. Однако череда просчетов, неверных оценок и внешних провокаций вновь привела регион к состоянию открытой военной конфронтации. Эти заявления отражают стремление Анкары позиционировать себя как самостоятельного регионального игрока, одновременно дистанцируясь от прямой поддержки Тегерана, но и не принимая израильскую интерпретацию происходящего. Дополнительное внимание привлекла информация из израильских медиаресурсов о списке возможных целей для точечных ликвидаций, в который вошли высокопоставленные иранские политические и силовые фигуры. На этом фоне The New York Times со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщила, что по данным разведки Моджтаба Хаминеи якобы получил легкие ранения в ходе боевых действий. Иранская сторона эти сведения оперативно опровергла, заявив, что он находится в безопасности. Однако важно отметить, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаминеи так и не появился перед публикой. Вместо него была выставлена лишь его картонная фигура. Этот факт может означать либо то, что он избегает появлений на людях, опасаясь ликвидации спецслужбами США и Израиля, либо то, что он действительно получил ранение. Подобные противоречивые сообщения подчеркивают, насколько информационное пространство стало отдельным фронтом конфликта, где утечки, опровержения и сигналы используются как инструмент давления и психологического воздействия. Параллельно Тегеран выдвигает условия для возможных переговоров с США, включая гарантии невозобновления войны, признание за Ираном права на полный ядерный топливный цикл и выплату компенсаций. Эти требования, транслируемые через лояльные иранские источники, на Западе воспринимаются скорее как попытка торга с позиции силы, чем как реальная основа для компромисса.
Дополнительную тревогу вызывают заявления иранских силовых структур о готовности жестко подавлять внутренние протесты, что указывает на уязвимость режима перед социальным и экономическим давлением внутри страны. Особое беспокойство у США и их союзников вызывает ситуация вокруг Ормузского пролива, ключевой артерии мировой нефтяной торговли. В Вашингтоне считают, что Иран теоретически способен заминировать пролив или задействовать морские беспилотники и торпеды, что может спровоцировать глобальный энергетический кризис. Такой сценарий особенно болезненно ударит по Европе, уже испытывающей высокую зависимость от внешних энергоресурсов. В этих условиях Китай и Россия, по оценкам западных аналитиков, заинтересованы в сохранении устойчивости Ирана, опасаясь, что резкое усиление американского военного присутствия приблизится к их стратегическим границам. При этом обсуждение возможной масштабной наземной операции против Ирана выглядят крайне рискованными. География страны, численность населения и опыт предыдущих конфликтов делают быстрый военный сценарий практически нереалистичным. Заявление иранского командования о намерении перекрыть экспорт нефти и рассматривать суда, перевозящие сырье в интересах США, Израиля и их союзников, как законные цели, лишь усиливают напряженность. Сообщения о скоплении танкеров в проливе и необходимости получать разрешение Ирана на проход подчеркивают, что энергетический фактор становится одним из ключевых рычагов давления Тегерана. Вместе с тем, подобные шаги несут серьезные риски и для самого Ирана, поскольку могут спровоцировать более жесткую международную реакцию и ускорить экономическое истощение страны. Военно-стратегическая концепция Ирана, основанная на децентрализованной мозаичной обороне, предполагает распределение командования и сил по региональному принципу, что должно снизить уязвимость перед ударами по центрам управления и ликвидацией отдельных лидеров. Такая модель действительно усложняет реализацию быстрого военного сценария, однако остается чувствительной к внутренним факторам, экономическому кризису, социальному недовольству и лояльности региональных элит. С западной точки зрения, именно эти внутренние ограничения могут стать для Тегерана более серьезным вызовом, чем прямое внешнее военное давление. На дипломатическом уровне продолжаются контакты между региональными и мировыми игроками. Состоявшийся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым был посвящен гуманитарным вопросам и призывам к скорейшему прекращению боевых действий политико-дипломатическими средствами, что подчеркивает обеспокоенность даже тех стран, которые напрямую не вовлечены в конфликт. Дополнительным тревожным сигналом стали сообщения Reuters о так называемых «черных дождях» с токсичными частицами после ударов по нефтяным объектам в Иране. Всемирная организация здравоохранения предупреждает о рисках для здоровья населения, включая проблемы с дыханием, раздражение кожи и глаз, что добавляет к военным и политическим последствиям конфликта серьезное гуманитарное измерение. На этом фоне в турецком политическом пространстве все чаще звучат заявления о якобы внешних попытках посеять разногласия между Турцией и Азербайджаном. Активные опровержения со стороны официальных лиц и оппозиционных политиков лишь усиливают внимание к теме, указывая на нервозность Анкары в условиях общей региональной турбулентности. В совокупности все эти процессы демонстрируют, что нынешняя эскалация выходит далеко за рамки локального противостояния и может стать переломным моментом для всей системы безопасности на Ближнем Востоке, где ставка все чаще делается не на компромисс, а на демонстрацию силы, стратегическое сдерживание и контроль над ключевыми ресурсами. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик, чтобы не пропускать важные новости мира и Ближнего Востока. Спасибо за просмотр!